Всем привет! Сегодня предлагаю вам связать со мной вместе этот милый джемпер с объемными 3D розами. Если вы не хотите добавлять цветы, можно, конечно, связать без них, у вас получится отличный базовый свитер. Давайте сразу остановимся на розах. Они связаны крючком. Но даже если вы редко используете крючок или совсем им не владеете, пожалуйста, не спешите выключать видео. Эти цветочки вяжутся так несложно, что с ними справится каждый. Кто уже вязал по моим мастер-классам, знает, что я стараюсь всегда очень подробно, медленно и доходчиво все объяснить. Ну, если, конечно, крючок совсем не ваш инструмент, то у меня для вас есть альтернатива – цветы, связанные спицами, которые выполняются еще легче. В этом видео мы будем вязать сам джемпер, а в следующем ролике я покажу, как связать оба варианта цветов. Так что присоединяйтесь и вяжите с удовольствием. Давайте начнем с пряжи. К сожалению, я не могу подсказать вам производителя, так как покупала эту бобинную пряжу давно. Но могу сказать состав и подскажу вам альтернативы. Значит, по составу. Здесь 58% мохера, 17% шерсть альпаки и 25% полиамид. Метраж этой нитки на 100 грамм 300 метров. У меня ушло на свитер ровно 300 грамм. Альтернативы этой пряжи могут быть Drops Air или Gazal Air. Это похожая по составу пряжа с таким же метражом. Значит, что важно при выборе пряжи? Она должна быть очень легкой, так как цветы из толстой и грубой пряжи будут смотреться грубо и некрасиво. Сам свитер, конечно, можете связать из любой, но не цветы. Также нам понадобятся спицы номер 4 и номер 5. Номер 4 для горловины, сороковка, и номер 5 для самого джемпера, 70 сантиметров. Как я вязала? Это джемпер с круглой кокеткой, он связан сверху вниз абсолютно без швов. Я набрала петли на горловину эластичным способом, потом связала кокетку. Далее распределила полотно на рукава, спинку и вперед, связала азиатский росток по спинке, сделала подрезы для рукавов, довязала по кругу тело свитера, потом подняла оставшиеся петли, связала рукава. В общем, свитер этот вяжется очень легко и быстро, его действительно можно связать за несколько вечеров. Этот джемпер вы сможете связать на любой размер. Я вязала на размер S. Длина свитера получилась 48 сантиметров, он короткий до талии, ширина 52 сантиметра и длина рукава от горловины 73 сантиметра. Итак, для начала давайте определимся, сколько петель нам нужно набрать на горловину. Расчеты мы делаем, исходя из окружности головы или горловины и плотности вязания. У меня окружность головы составляет 56 сантиметров. Плотность моего вязания 1,6 петли на 1 сантиметр. Чтобы найти общее количество петель для набора, мы умножаем окружность головы 56 на плотность вязания 1,6, что дает нам 89,6. Округляем это значение до ближайшего целого числа кратного 4. Почему 4? Потому что в первом ряду прибавлений после каждого участка или раппорта из 4 петель будет делаться прибавка. Это позволит нам плавно расширить кокетку и достичь желаемого размера груди. Ближайшее подходящее число в моем случае 92 петли. Таким образом, для начала вязания мне необходимо набрать 92 петли плюс 1 соединительная, то есть 93. Вместо окружности головы вы можете взять вашу желаемую окружность горловины и делать расчеты, исходя из этой цифры. Набираем 93 петли, 92 на резинку и 1 петля для соединения в круг.
Проверяем, нигде ли не перевернулся ли наш наборный ряд. Косичка должна быть ровно под леской и соединяем в круг. Снимаем одну петлю с левой спицы и протягиваем ее через петлю правой спицы. И одеваем маркер, обозначаем начало ряда. Далее вы можете вязать стандартную резинку 1 на 1. Я провяжу 4 ряда эластичным способом. В первом ряду мы переснимаем изнаночные петли, нить перед работой, лицевые провязываем. Опять изнаночная, петлю переснимаем, нить перед работой, лицевую провязываем. Так вяжем ряд этот до конца. Во втором ряду мы изнаночные провязываем, а лицевые переснимаем. Нить находится за работой. Еще раз изнаночную провязали, лицевую пересняли, нить за работой. Вяжем так до конца ряда. Третий ряд вяжем точно так же, как и первый. Изнаночную переснимаем, нить перед работой, лицевую провязываем. Четвертый ряд вяжем точно так же, как и второй. Изнаночную провязываем, лицевую переснимаем, нить за работой. Еще раз изнаночную провязываем, лицевую переснимаем. Вяжем так ряд до конца. Я провязала 4 ряда полой резинки. Теперь вяжем дальше обыкновенную резинку 1 на 1. Я провяжу 6 рядов. Итак, я провязала еще 6 рядов, то есть всего у меня получилось 10 рядов вместе с полой резинкой. Вот такой наборный край у нас получился. Эластичный, выглядит хорошо. Я уже перешла на спицы номер 5. Теперь мы вяжем 2 лицевых ряда. Это будут 2 установочных ряда, которые мы вяжем лицевыми петлями. Вяжем все петли лицевыми. Итак, 2 ряда лицевых провязаны. Начинаем вывязывать кокетку. Давайте посмотрим на схему. По моим расчетам, моя кокетка состоит из 23 участков или раппортов. У вас их может быть больше или меньше. Все зависит от объема горловины и плотности вашего вязания. В первом ряду мы будем прибавлять по одной петле после каждых 4 лицевых. Таким образом, у меня количество петель увеличится до 115. Далее вяжем 8 рядов лицевой гладью по кругу. В 10 ряду мы будем прибавлять по одной петле после каждых 5 лицевых. Таким образом, у меня количество петель увеличится до 138. Вяжем следующие 8 рядов. Через 8 рядов в 19 делаем следующий ряд прибавлений. 6 лицевых, 1 прибавление. Количество петель уже у нас увеличится до 161 петли. Вяжем следующие 8 рядов и так далее до тех пор, пока мы не дойдем до последнего сектора, где у нас вот 9 лицевых и прибавка. После этого я больше прибавлений делать не буду, мне уже достаточно, а вам нужно будет померить кокетку и определиться, достаточно ли вам такой длины и ширины или нужно вязать дальше. Итак, первый ряд кокетки. Мы 4 лицевые провязываем и делаем одно прибавление. Первое,
вторая, третья, четвертая. И теперь нам нужно сделать прибавление из протяжки. Поднимаем протяжку вот таким образом, скрещенная она у нас получается, и провязываем ее за заднюю стеночку. Все готово, прибавка есть. Вяжем дальше следующие 4 лицевые. И опять делаем прибавление. Поднимаем протяжку и вяжем скрещенную лицевую за заднюю стеночку. Следующие 4 лицевые, 4, и делаем прибавление из протяжки. Поднимаем ее, провязываем за заднюю стенку. Вяжем так до конца ряда, и в конце ряда не забываем сделать еще одно прибавление. Итак, я в конце ряда довязываю 4 лицевые, и вот здесь, перед тем как я опять перейду на следующий ряд, мне нужно сделать еще прибавление после 4 лицевых. Поднимаем протяжку, провязываем за заднюю стеночку. И теперь уже после этого прибавления одеваем опять маркер. Первый ряд прибавлений мы провязали. У меня на спицах сейчас 115 петель. Далее вяжем 8 рядов лицевой гладью. Я советую вам записывать провязанные ряды или пользоваться счетчиком, чтобы не сбиться. Я, например, просто рисую палочки после каждого провязанного ряда. Итак, мы провязали 8 рядов лицевой гладью. Находимся сейчас в 10 ряду и будем делать прибавление после каждых 5 лицевых. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, прибавление. Поднимаем протяжку, провязываем за заднюю стеночку. Следующие 5 лицевых. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и прибавление. Таким образом вяжем дальше ряд до конца и потом последующие 8 рядов лицевой гладью. В конце ряда не забываем сделать прибавление. Раз, два, три, 4, последняя, 5 лицевая. Снимаем маркер, делаем прибавление. За заднюю стенку. И только после этого одеваем опять маркер. Все, вяжем дальше 8 лицевых рядов. Вот такая кокетка у нас уже вырисовывается. Сейчас мы будем вязать третий сектор. Это 19 ряд. Будем делать прибавление после 6 петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Делаем прибавление, как всегда, из протяжки. И дальше опять 6 лицевых. И точно так же по кругу до конца ряда. В конце ряда не забудьте сделать прибавление. После этого 19 ряда вы провязываете еще 8 рядов лицевой гладью. И мы с вами уже встретимся в 28 ряду. Далее мы с вами в 4 секторе, у нас 28 ряд по счету, и здесь мы будем делать прибавление после каждых 7 петель.
Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, прибавление. И опять 7 лицевых и прибавление. Так вяжем до конца ряда. В конце ряда не забываем сделать последнее прибавление. Далее вяжем 8 рядов и встречаемся с вами в 37 ряду. Итак, теперь вяжем 5 сектор. Это у нас 37 ряд. Мы вяжем 8 петель, делаем прибавление. 8 лицевых, прибавления. Итак, вяжем 8 лицевых. Делаем прибавление. И вяжем дальше этот ряд точно так же до конца, плюс 8 лицевых рядов. И встречаемся с вами в 46 ряду. Вот что у нас уже получилось. Я буду вязать последний 6 сектор. Итак, мы сейчас в 46 ряду. Нам нужно будет провязать 9 петель и сделать прибавление. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, 7, 8, 9. Делаем прибавление. И опять 9 лицевых. Вяжем так до конца ряда, потом провязываем 8 рядов. Итак, смотрим, что у нас получилось. Я провязала 6 секторов или 54 ряда. У нас было всего 6 рядов с прибавлениями. Я померила на себя, для меня уже этой длины достаточно. Я вам советую переснять петли на нить или на 2 пары спиц и померить, определиться, нужно ли вам вязать дальше. Если вам недостаточно, то свяжите еще 7 сектор, где вы будете делать прибавления после каждой 10 петли. Вообще существует формула по расчету минимальной длины регланной линии. Это окружность груди, деленная на 4. У меня 94 поделить на 4 получается 23,5 сантиметра. Давайте померяем, сколько у меня сантиметров на данный момент. У меня получилось 26 сантиметров. Давайте теперь распределим петли на перед, спинку и рукава. По формуле мы делим общее количество петель на 3. Одна часть для переда, одна для спинки и третью часть мы делим напополам для рукавов. Ну, например, если у меня на спицах 90 петель, то делим на 3, получаем 30. 30 вперед, 30 назад и по 15 петель на рукава. Ну, это все, конечно, плюс-минус. Вы сами можете варьировать петли на ваше усмотрение. Хотите вы, например, больше петель отдать рукавам или туловищу. У меня на спицах 230 петель. Я распределила их следующим образом. По 82 петли на перед и спинку и по 33 петли на рукавах. На рукавах это, конечно, еще не конечная сумма петель, так как мы еще будем вывязывать азиатский росток и набирать петли на подрезы. Ну и сам джемпер тоже еще немного расширится за счет подрезов. Итак, смотрим. Вот начало ряда. От начала ряда я отделила 82 петли на спинку. И сейчас по спинке мы будем вывязывать азиатский росток. Далее я отделила по 33 петли на рукава с одной стороны и с другой. Ну и соответственно наперед у нас тоже осталось 82 петли.
Итак, сейчас мы приступаем к вывязыванию ростка по спинке. Это очень просто, мы вяжем просто 4,5-5 сантиметров приблизительно поворотными рядами лицевой гладью. То есть мы вяжем до, в моем случае, голубого маркера и разворачиваемся и вяжем изнаночный ряд. Итак, начинаем первый ряд ростка, вяжем лицевыми петлями до голубого маркера и потом повернемся, будем вязать изнаночный ряд. Довязываем ряд до конца, до маркера. Вот у нас последняя петля, мы ее провязываем как кромочную изнаночной, так как мы сейчас будем возвращаться. Маркер снимаем, он нам уже не понадобится. Прежде чем мы будем вязать дальше росток, я пересниму вот эти вот все петли рукава на булавку. Ну, вы можете переснять на дополнительные спицы или на бросовую нить. Итак, я пересняла все петли рукава на булавку. Дальше у нас идут петли переда. Снимаем маркер, он нам больше уже не понадобится. И прежде чем вязать дальше спинку, я перенесу все петли переда на дополнительную спицу. Так, пересняла. Маркер убираем. Ну и теперь у нас остались петли еще рукава одного. Их мы тоже переснимем на булавку или дополнительные спицы. После этого возвращаемся на наши основные спицы к спинке и вывязываем теперь росток. Разворачиваем вязание и вяжем обратный изнаночный ряд. И вот таким образом поворотными рядами я провяжу 11 рядов. В 11 ряду, это будет лицевой ряд, я остановлюсь. Я довязываю 11 ряд лицевой. Сейчас замеряем, сколько у меня это получилось в высоту. Ну, примерно 5-5,5 сантиметров у меня получилось. Итак, наш росток готов по спинке. Дальше у нас идут петли рукава на булавке и петли переда. Теперь нам нужно соединить перед и спинку. Но прежде чем мы это будем делать, сначала наберем воздушные петли на подрезы. Набираем 12 воздушных петель. Как мы это делаем? Наматываем 2 раза рабочую нить на большой палец. Вот таким образом. Далее подныриваем спицей под первый виток и подхватываем нить и вытягиваем ее. Первая петля готова. Давайте еще раз. 2 витка. Первый, второй. Подныриваем спицей под первый виток, вытягиваем рабочую нить, подтягиваем на спицы. Третья петля. Четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая. Восьмая. Девятая. 10,
11 и последняя 12. Итак, мы набрали 12 воздушных петель. Теперь пропускаем петли рукава, которые у нас еще на булавке, и присоединяемся к переду джемпера. И переходим опять на круговое вязание. Вяжем первую петлю переда, и вот мы уже присоединились и вяжем по кругу. Вяжем лицевыми до следующего рукава и опять набираем 12 воздушных петель. Дошли до второго рукава, набираем воздушные петли. Итак, мы набрали 12 петель. Теперь присоединяемся к спинке и переходим полностью на круговое вязание. Вяжем по кругу. Прежде чем мы будем вязать дальше, давайте обозначим начало ряда. Ориентируемся по хвостику от наборного края. И вот здесь мы начали вязать росток спинки. Вот наши 12 воздушных петель. Ставим после них маркер, и это наше начало ряда. Вот здесь я довязала до подрезов, до наших воздушных петель. Мы их провязываем, как обычные лицевые петли. Итак, далее вяжем самостоятельно джемпер по кругу на нужную вам длину. Я планирую сантиметров где-то 20. Итак, я провязала на нужную мне длину. Вот что получилось. Я хочу джемпер до талии, поэтому мне достаточно уже такой длины. Давайте посмотрим в сантиметрах, что у нас получилось. От горловины примерно 46 сантиметров. И от подрезов примерно 18. Так, далее мы переходим на резинку 1 на 1. Я хочу, чтобы джемпер очень хорошо присобрался на резинке, поэтому я, прежде чем начать ее вывязывать, сокращу количество петель на 1/3, на 1/3 всей окружности. Буду делать так: одну провязывать, 2 вместе, одну провязывать, 2 вместе. Но вы должны иметь в виду, что такое сильное сокращение петель подойдет только если вы вяжете так же коротко, как и я, до талии. Если же у вас длина больше, до бедер, например, то вам так много петель сокращать нельзя, иначе резинка будет слишком узкой и на бедрах вы не пройдете. В этом случае вы можете сделать сокращение таким образом: 3 петли провязать, 2 вместе, 3 провязать, 2 вместе, или даже 4 петли провязать, 2 вместе. А можно петли вообще не сокращать и провязать просто резинку. Итак, провязываем ряд сокращения петель. одну лицевую провязываем, 2 вяжем вместе, 1 лицевую провязываем, 2 вместе, 1 лицевую провязываем, 2 вяжем 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 вместе, 1 лицев
Одну провязываем, 2 за переднюю стеночку вместе. Так вяжем по кругу до маркера. Если же вы сокращаете меньше, то вы провязываете, например, 3 лицевые петли, потом 2 вместе, 3 лицевые, 2 вместе. Так, ряд сокращений провязан. Переходим на резинку 1 на 1. Начинаем с лицевой, закончить нам нужно будет изнаночной. Посмотрим в конце ряда, при необходимости провяжем последние 2 петли вместе, если останется нечетное количество. Итак, лицевая, изнаночная, вяжем резиночку. Лицевая, изнаночная, вяжем так до маркера. Так, я в конце ряда, смотрим, что у нас получилось. Вот у меня лицевая, изнаночная, лицевая, потом идет изнаночная, лицевая. И ряд начинается с лицевой. Значит, мне 2 вот эти вот последние петли придется провязать вместе изнаночной. Итак, провязываем 2 петли изнаночной. Все, теперь у нас ряд начинается с лицевой, все подходит. Вяжем дальше резиночку 1 на 1 на нужную вам высоту. Я провяжу 10 рядов. Я связала резинку в 10 рядов, примерно 3 сантиметра, и закрыла ее эластичным способом иглой. У меня на канале есть видео, где я подробно объясняю, как это сделать. Переходите по ссылочке внизу в инфобоксе и смотрите. Или делайте закрытие любым удобным для вас способом. Вяжем рукава. Я начну с левого. Петли я уже перенесла на рабочие спицы. Вот наш росток, это спинка. Мы начнем с ростка по кругу поднимать петли. В настоящий момент у меня на спицах 33 петли. Из каждой кромочной ростка мы поднимаем по 2 петли с подрезов по одной. Прикладываем нить в том месте, где у нас начинается росток. Чтобы не образовалась большая дырка в самом начале, я зайду на ряд ниже и перекручу петлю и свяжу ее скрещенной. Вот так. Дальше со следующей поднимаем тоже одну, а вот дальше уже по 2. Вот она наша кромочная с 2 стеночками. Провязываем сначала за заднюю стенку, вытягиваем петлю, потом за переднюю. У вас сейчас появилась подсказочка в верхнем правом углу, на этих нитках видно лучше. Вот они, 2 задняя. Одну вытягиваем, теперь за переднюю стеночку, вторая, следующая кромочная, сначала за заднюю стеночку вытягиваем петлю, теперь за переднюю. Так, есть. Следующая задняя стеночка кромочной петли за переднюю. И еще 2 из одной. Так, теперь это наши воздушные петли. Здесь мы набираем по одной петле из каждой петли. Подныриваем под косичку
и поднимаем петлю. И подняли еще одну. Итак, готово. У меня на спицах сейчас 58 петель. Ставим маркером начало ряда и вяжем по кругу 10 рядов. После этого встречаемся с вами и будем делать первое прибавление. Итак, я провязала 10 рядов рукава. Смотрим, все получилось хорошо, аккуратно, без дырочек. Рукава у нас в этом джемпере расширяются к низу за счет прибавлений. И потом опять затягиваются резинкой. Значит, по какой схеме мы делаем прибавление? Через каждых 10 рядов мы прибавляем по 2 петли. Вот сейчас мы провязали первых 10 рядов и будем в 11 делать первое прибавление. Потом после этого мы сделаем еще 5 прибавлений. То есть первое в 11 ряду, дальше будет второе в 22, в 33, в 44, 55 и 66 ряду. Всего 6 рядов с прибавлениями. С 67 ряда по 81 я провяжу без прибавлений. Вы провяжете столько, сколько вам нужно будет до желаемой длины. Прибавление будем делать ровно посередине подмышки. Чтобы найти эту середину, нам нужно отсчитать 6 петель подреза. Мы помним, да, что мы вот набрали на подрезы 12 петель. Поэтому мы отсчитываем вот сначала 6 петелек, 5, 6, и после 7 ставим маркер. И будем делать прибавление одно до этой петли, одно после. Начинаем вязать по кругу до зеленого маркера, где будем делать прибавление. Я довязала до маркера, делаем прибавление. Снимаем маркер, делаем прибавление из протяжки, провязываем перекрещенную петлю, одеваем маркер опять на спицу, провязываем одну лицевую и делаем еще одно прибавление. Опять поднимаем протяжку, провязываем скрещенную петлю. Все, мы прибавили 2 петли. Дальше, это у нас 11 ряд сейчас, мы вяжем его до конца. Вот уже и довязали. Теперь вяжем дальше самостоятельно 10 рядов. И встретимся с вами в 22 ряду, будем делать следующее прибавление. Мы с вами провязали 10 рядов после первого прибавления. Находимся сейчас в 22 ряду, начинаем 22 ряд. Вяжем до маркера, в моем случае до зеленого маркера, и будем делать следующее прибавление. Довязали до маркера, снимаем его, поднимаем протяжку, первое прибавление, маркер ставим назад, лицевая и еще одно прибавление из протяжки. Все, вяжем 22 ряд до конца, провязываем следующие 10 рядов. Друзья, я думаю, теперь вы справитесь сами. Вяжем по схеме дальше. Делаем самостоятельно прибавление в 33 ряду, в 44, 55 и 66.
После 66 ряда меряем и смотрим, сколько вам еще нужно провязать до нужной вам длины рукава. Я провяжу после 66 ряда еще 15 рядов без прибавлений. После того, как мы связали рукав на нужную нам длину, переходим на резинку. Я провязала 81 ряд. Прежде чем перейти на резинку, я хочу сократить петли в 2 раза. То есть это у меня сейчас 82 ряд будет. И я буду все петли провязывать 2 петли как одну. Итак, 2 петли вместе. Из 2 получилась 1, следующие 2 вместе. И так далее. Таким образом я сокращу количество петель ровно в 2 раза. Все, я довязала 82 ряд с сокращениями, сократила петли в 2 раза и теперь начинаю вязать резинку. Резинку 1 на 1. Я провяжу 12 рядов и закрою эластичным способом иглой. Левый рукав у нас готов, переходим к правому. Правый рукав мы набирали по спинке, вот здесь вот по росточку начинали набирать петли. Левый рукав будем набирать по переду. Значит, прикрепимся ниточкой вот здесь вот и будем набирать по кругу. Начинаем набор петель по воздушным петелькам. Из каждой будем вытягивать одну, а потом переходим на росток. И здесь по кромочным будем из одной петли вытягивать 2, как мы это делали на левом рукаве. Начинаем. Поднимаем из каждой петли по одной. Так, теперь переходим на петли кромочные петли ростка. И здесь будем вывязывать по 2 петли. Так, вот наши 2 стеночки кромочной, задняя и передняя. Сначала вытягиваем петлю через заднюю стеночку, вторую через переднюю. Таким образом у нас получилось 2 петли из одной. Следующая за заднюю стенку. И за переднюю. И вот здесь, чтобы не было дырочки, вытянем еще одну петлю. После набора петель нам нужно их пересчитать. Их количество должно быть точно таким же, как и на другом рукаве. У меня было 58 петель, значит здесь тоже должно быть 58.
Если вдруг у вас получилось больше или меньше, нужно отрегулировать. Например, если больше, то значит нужно по кромочным петлям где-то там набрать, например, одну петлю, а не две. После того, как мы пересчитали петли, убедились, что у нас их такое же количество, как на левом рукаве, мы ищем серединку. Давайте найдем середину, ту среднюю петлю, около которой мы будем делать прибавление. Итак, здесь вот наш подрез, вот он, эти 12 петель. Ищем опять серединку, отсчитываем 6. Вот она, 7-я петля. Ставим маркер и будем делать прибавление до этой петли и после нее. Далее вяжем этот рукав точно так же, как мы вязали левый, по той же схеме. Сейчас вяжем 10 рядов, прибавляем 2 петли и потом еще 5 раз после каждых 10 рядов. После этого вяжем еще 15 рядов или ту длину, которая нужна вам. Делаем сокращение петель и вяжем резинку. Итак, наш джемпер готов. Я отметила маркером те места, где я хочу прикрепить или пришить розы. Как их вязать, я покажу в следующем видео. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, буду очень рада. До новых встреч!